Здорово! И в этом видео покажу сделку со спредом 20% по токену Mint. Покажу, сколько получилось заработать, и разберем ее более подробно. Поэтому заранее влепите видосику лайк, он будет очень интересным, смотрите его до конца. Подписывайтесь на наш канал, а мы погнали! Итак, арбитраж был между биржей Gate и MEX. Я заходил в сделку 3 раза, в таблице указал 2, потому что сюда добавил сразу 2 сделки. И я заходил по 7500 токенов 2 раза, 3 точнее раза. И в итоге получилось забрать спред практически в 20%. Открывал я сделку на бирже Gate по цене 0.01707, а закрывал по цене 0.01665. На Мексе же я открывал первую сделку по цене 0.02028 и закрывал по цене 0.017.5. Потом уже вторая сделка у нас идет, получается, открытие на гейте по цене 0.01707, закрытие по цене 0.01615. Следующее открытие на Мексе по цене 0.02035 и закрытие по цене 0.01747. Итого вышло у нас, получается, спред с первой сделки 18.80, со второй 19.21. Я всего лишь заходил на 128 баксов, 152 бакса, то есть там буквально зашел на копейки, но из-за большого спреда удалось забрать прибыль в 42%. Сейчас покажу ордера на бирже MEX и Gate, соответственно. Вот как вы видите на экране, у меня было 2 шорта, получается один шорт на бирже MEX и второй шорт на бирже MEX, соответственно, тоже. Потому что мы на бирже Gate покупали, на MEX шортили из-за того, что у нас была разница на фьючах и споте. Естественно, вы видите цену открытия, цену закрытия, это все указано в таблице. Сейчас вам покажу сделки на бирже Gate. Естественно, мы лонговали на данной бирже. Да, у меня была неудачная сделка, там где меня ликвидировал на 25 баксов, но ничего страшного, я просто перепутал, плечо забыл поменять, 10-й плечом зашел и меня ликвидировал. А нужно открывать сделки максимально там 5-е плечо желательно использовать, если вы арбитражите, потому что большие плечи здесь нам не нужны. Они увеличивают риск ликвидации, соответственно, я вот не посмотрел и меня ликвидировал. Ну ничего, самое главное, что мы закрыли сделочку в профит. Соответственно, вот еще мы, опять же, сделочки на бирже MEX. Вы видите, как я открывал, как я закрывал позицию, сколько в итоге профита забрал. Также комиссия, которую мы уплатили. На втором аккаунте это тоже видно, то есть я заходил сразу с 2 аккаунтов. Эти все данные уже введены в таблицу и автоматически все посчитано. Также я нечаянно зашел, тоже неудачно, там заплатил комиссии 3 бакса. Соответственно, я тоже это все указал в таблицу. Но по итогу, даже с учетом минусов, из-за того, что мы закрыли сделку профит, мы забрали $42 профита. Получилось так, что мы зашли в 3 сделки. Суммарно каждая сделка принесла около 14 баксов. Из-за того, что спред у нас большой, и заходил я на небольшую сумму, получилось забрать неплохой профит в размере $42. Такие сделки можно искать благодаря арбитраж-сканеру. Это сервис, который автоматически за вас находит сделки. Вы указываете нужные параметры, которые вам нужны, сумму транзакций, профит, минимальный, максимальный профит, биржи, также указываете валюту, на которой хотите арбитражить, стратегии, спускаетесь ниже, и сервис автоматически выдает вам сделки. Он показывает, на какой бирже нужно купить. Вот, допустим, Poloniex. На Poloniex покупаете, на MEX шортите, забираете спред в 12,7%. Вкусно, конечно же вкусно. Также у нас здесь отображается фандинг. Итак, автоматически за вас сделки будут находиться. Вам лишь просто нужно зайти на биржу, открыть сделку, забрать профит и кайфовать. Поэтому пользуйтесь сервисом арбитраж сканер, ссылочка на него в описании. Также здесь есть обычный арбитраж скринер, где вы можете заниматься обычным арбитражом, то есть переводить с одной биржи на другую. Здесь показывается биржа, на которую нужно купить, вот токен Kishu. На Мексе покупаете, там он стоит дешевле, переводите на CoinEx, там он стоит дороже, продаете и забираете профит в 7%. Вот на Kishu есть между Gate и CoinEx. Также вот на других токенах можете вот профит в 4%, практически тоже вот в 4 по токену S забрать. Соответственно, сервис автоматически за вас находит такие сделки. Вам не нужно самому мониторить биржу, что-то там искать. Ввели нужные параметры, и арбитраж сканер за вас находит сделки. Вам лишь нужно зайти на биржу, зайти в сделку, соответственно, и забрать этот спред. Также вы можете фармить фандинги, заходите во вкладку Funding Rates, абсолютно бесплатно смотрите фандинги, максимальный спред показывается, также фандинги на биржах. Заходите, забираете фандинги на биржах. У нас есть подробные видосы на канале про арбитраж фандинга, также разборы кейсов, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе всех арбитражных возможностей и разборов кейсов на нашем канале. Ну что, вот такая вот сделка по токену Mint на 20% спреда. Очень вкусный профит мы забрали, 42 бакса с небольшой суммой в 150 баксов. В принципе, довольно-таки вкусно. Поэтому, если вы хотите больше разборов сделок, пишите в комментариях. Я буду стараться больше сделать таких вот обзорных видео, где буду показывать, как я заходил в позицию, как я выходил из позиции. Также смотрите другие ролики на нашем канале, ведь мы рассказываем про арбитраж криптовалюты. Ставьте видео лайк, ну а мы с вами увидимся в следующих видосах. Всем пока!